Часто капризные звезды первой величины в последний миг отказываются от предложенных ролей, открывая дорогу для других актеров. Именно в эти решающие моменты у менее известных исполнителей появляется уникальная возможность блеснуть на большом экране и продемонстрировать свой талант. Каждая такая замена может стать поворотным моментом в карьере, позволяя вторым и третьим номерам подняться на звездный Олимп. Так и будешь стоять? Это театр, детка. Будь раскрепощенней. Отличным примером такого взлета послужит молодой специалист по слияниям и поглощениям с неустойчивой психикой. Речь пойдет, конечно же, о Кристиане Бейле, ведь изначально американский психопат должен был выглядеть совсем по-другому. После успеха «Титаника» молодой Леонардо Ди Каприо искал себе роль, где он сможет показать полный спектр своих актерских способностей. Несмотря на то, что после «Титаника» Лео засветился в «Человек в железной маске», в Голливуде у него все равно оставалась репутация красивого, слащавого мальчика, который нравится девочкам. Ди Каприо сильно интересовался ролью Патрика Бейтмана, однако решил отказаться из-за давления общественности. Считалось, что этой ролью он подаст плохой пример своим многочисленным юным фанатам, поэтому он выбрал фильм «Пляж», в котором Лео также играл психически нестабильного молодого человека. Режиссер фильма Мэри Херрон говорила, что была невероятно рада тому, что Ди Каприо отказался от проекта, поскольку если бы Леонардо согласился на эту роль, режиссером фильма стал бы Оливер Стоун, а Мэри отправилась бы на скамейку запасных. После того, как Ди Каприо покинул проект, студия рассматривала множество других кандидатов, включая Юэна Макгрегора. Что сегодня вечером в меню, сэр? Ваше любимое блюдо. Превосходно. Несмотря на это, Кристиан Бейл был настолько уверен в своих силах, что продолжал готовиться к роли, даже когда не было окончательного решения в его пользу. Он отказывался от других предложений и не оставлял надежды на успех. Чтобы вжиться в роль, Бейл черпал вдохновение у Тома Круза. Он говорил, что в одном из интервью Круз показался ему энергичным, но совершенно лишенным искренности. И именно этот аспект он перенес в своего персонажа, создав странное сочетание дружелюбия и жуткой пустоты. До «Американского психопата» Бейл был малоизвестным актером. Его выбор для такой сложной и провокационной роли вызвал сомнения у студии, которая даже не хотела, чтобы его имя было в титрах и на постере, опасаясь, что он не привлечет зрителей. Как бы то ни было, именно эта роль стала переломным моментом в его карьере, несмотря на вызванные ею споры и критику за сцены насилия. Фильм стал предметом дискуссий, но со временем обрел культовый статус, а Патрик Бейтман стал иконой поп-культуры. Важно отметить, что Бейл прекрасно понимал заложенный в фильме черный юмор, что стало ключом к его выдающейся актерской игре. Несмотря на мрачную и жестокую природу картины, она наполнена сатирой на американскую культуру потребления и нарциссизм, что Бейл с мастерством и передал на экране. Эта роль не только сделала его известным на весь мир, но и открыла ему путь к более крупным и разноплановым проектам, заложив фундамент его будущих успехов в Голливуде. Сжечь. Франшиза о Джейсоне Борне также могла выглядеть совсем иначе, ведь изначально главная роль предназначалась самому Брэду Питту. Лейтенант Альдерейн, так сказать, рад встрече. Однако Питт выбрал мексиканца и шпионские игры, которые и близко не дотягивали до успеха шпионского боевика. Нашего любителя пожевать на экране можно понять. Поработать с Джулией Робертс и Тони Скоттом звучит куда более привлекательно, чем сняться в боевике у начинающего режиссера Дага Лаймана. После отказа режиссер вел переговоры с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером, но благо вовремя одумался. Most important obviously in this kind of movie is the casting the two major roles. Those are the two characters that we're going to follow all the way through the picture. In Matt Damon, we have a wonderful young actor who is also exploring new ground. Идея взять Мэтта Дэймона на роль Джейсона Борна казалась для того времени невероятно рискованной ставкой. Многие сомневались, что Дэймон сможет передать харизму и брутальность, необходимые для этого персонажа. Дело в том, что в 90-е и в самом начале 2000-х Мэтт ассоциировался у режиссеров и зрителей скорее как драматический актер. Спасти рядового Райана, талантливый мистер Рипли и, конечно же, умница Уилл Хантинг. Эти роли закрепили за ним амплуа драматического артиста. Однако, как показало время, решение отдать роль Дэймону стало одним из самых удачных в истории кино. Когда Мэтт взял эту роль, он отнесся к ней с невероятной ответственностью и, по словам съемочной группы, несколько месяцев не выходил из тренажерного зала.
улучшая свою физическую форму и навыки бокса. Преобразившись, он превратил франшизу о Борне в один из самых успешных проектов 2000-х. Это помогло ему заново определить свою карьеру, сделав его звездой экшн-фильмов, где, как все мы знаем, за роли платят совсем другие деньги. Замена Брэда Питта на Мэтта Дэймона в роли Джейсона Борна – это классический пример того, как один случайный выбор может изменить всю карьеру актера и судьбу франшизы. Кастинг – это не просто выбор актера, а настоящее искусство. Ведь иногда, чтобы создать по-настоящему запоминающийся образ, нужно найти не самую очевидную кандидатуру. Меня зовут Джейсон Борн. Сейчас трудно представить кого-либо в роли Росомахи, кроме Хью Джекмана. Этот актер сумел сделать Росомаху живым и многогранным благодаря своему таланту и умению передавать внутреннюю борьбу героя. Его природная харизма и внешность позволили раскрыть не только дикость и силу персонажа, но и его уязвимость, что сделало образ глубже и ближе зрителям. Но в конце 90-х боссы студий считали, что для этой роли идеально подходит Дюк Грей Скотт. Кто? Дело в том, что в то время Скотт считался подающим надежды актером. После его запоминающихся ролей в «Столкновении с бездной» и «Истории вечной любви» ему предложили сразу две большие роли – Плохиша в «Миссии невыполнима 2» и Росомахи в «Людях Икс». Скотт согласился на обе роли, поскольку графики съемок позволяли работать сразу в двух проектах. Однако гонконгские режиссеры славятся тем, что любят тяжелые и долгие съемки с огромным количеством трюков и хореографии. Производство «Миссии» Джона Ву сильно затягивалось, и Дюк Грею пришлось отказаться от роли Росомахи, чтобы достойно отработать проект до конца. Тут-то и появился Хью Джекман. Я знаю, кто ты. Австралиец был практически неизвестен в США, и уж тем более в мире. Все, что у него было в то время за спиной, это пара ролей в проходном кино и успех в небольшом мюзикле «Оклахома». Забавно и то, что режиссер фильма Брайан Сингер изначально вообще не хотел встречаться с Джекманом, поскольку не видел в этом никакого смысла. В недавнем интервью для New York Times актер рассказывал, что кастинг проходил прямо во время обеда режиссера фильма. Настолько никто не верил, что Хью сможет заменить Дюк Грея Скотта. К счастью, будущий Росомаха смог поразить продюсеров и режиссера своей актерской игрой и, конечно же, запоминающейся внешностью, которая идеально сочетается с персонажем комиксов. Take home too much of the character. No, I think I would have been kicked out pretty soon. Таким образом, перфекционизм гонконгского режиссера и череда случайностей подарили нам именно того Росомаху, которого мы привыкли видеть. На мой взгляд, внешний вид и харизма Хью идеально подходят для этого образа, и это большая удача для нас, зрителей, что все сложилось именно так. К тому же, благодаря тому, что Джекман засветился в «Людях Икс», он построил успешную карьеру на Бродвее, и мы смогли увидеть такие крутые фильмы, как «Ван Хельсинг», «Престиж» и, конечно же, «Фонтан». Самый главный Голливуда Сэмюэль Л. Джексон также является членом клуба тех, кому невероятно повезло. Мало кто знает, но Тарантино в интервью открыто говорил, что создавал персонажа Джулса из «Криминального чтива» специально под актера Лоуренса Фишберна. Не верю. В 90-е карьера будущего Морфеуса шла в гору, даже несмотря на то, что Фишберн играл в основном второстепенные роли. Успех таких фильмов, как «Ребята с улицы», «Дисбат» и «Выбор игры» заставил поверить нашего героя в то, что он невероятно талантливый актер, который заслуживает большего. Лоуренс нанял агентов и дал им указание сделать из него ведущего актера Голливуда. Естественно, когда начинающий малоизвестный режиссер по имени Квентин Тарантино предложил ему второстепенную роль в своем фильме, Фишберн без раздумий отказался. На подкасте The Rewatchables Тарантино рассказывал, что сам Морфеус был не против сыграть роль Джулса, но агенты актера были категорически против. Они считали, что еще год-два назад эта роль отлично бы подошла Лоуренсу, но сейчас он звезда другого калибра. В итоге вместо «Криминального чтива» был выбран фильм «Плохая компания», который провалился в прокате и не понравился ни зрителям, ни критикам. Чего уж говорить, на Кинопоиске
Кинопоиске у фильма всего 260 оценок. Тем временем малоизвестный актер второго плана Сэмюэл Л. Джексон, у которого не было особых успехов, получил роль Джулса. Тарантино говорил, что приметил этого актера в фильме «Лихорадка джунглей» Спайка Ли. «Криминальное чтиво» стало настоящим хитом, выигрывая фестиваль за фестивалем. Помимо номинации гильдии актеров, никому неизвестный Сэмюэл Л. Джексон получил номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», а также был отмечен Британской академией. Экранный образ Джулса сделал его одним из самых популярных и узнаваемых актеров в мире. И будем честны, именно этот персонаж всплывает в первую очередь, когда мы слышим имя данного актера. Именно это я хотел услышать. Эта история служит отличным примером того, что часто амбиции, наоборот, могут сыграть с нами злую шутку и оставить у разбитого корыта. Благо, к концу 90-х агенты Лоуренса Фишберна поняли свои ошибки, и актер получил своего, хоть и второстепенного, но действительно культового персонажа. Я могу лишь указать дверь. Ты сам должен выйти на волю. История кастинга Харрисона Форда на роль культового археолога Индианы Джонса – классический пример того, как случай и талант сплетаются, создавая настоящие кинолегенды. Казалось бы, Форд уже был известен благодаря роли Хана Соло в «Звездных войнах», но именно роль Джонса закрепила за ним статус одной из ярчайших звезд Голливуда. Вспомните Кэрри Фишер или Марка Хэмилла. Многие актеры, обретя всемирную славу благодаря культовым фильмам, впоследствии сталкивались с трудностями в поисках новых ролей, часто будучи ограничены созданным ими образом. Форд же сумел выйти за рамки амплуа космического контрабандиста и стал одним из самых востребованных актеров своего времени. Изначально создатели «Индианы Джонса» не рассматривали Харрисона на главную роль. Лукас не хотел, чтобы Форд стал его личным Робертом Де Ниро, намекая на частое сотрудничество режиссера Мартина Скорсезе с актером. Поэтому Спилберг и Джордж Лукас решили отдать роль, сюрприз, самому Тому Селлику. В то время актер был на подъеме и уже успел сняться в пилотном эпизоде сериала «Частный детектив Магнум» для CBS. После того, как Paramount утвердили Селлика на роль Индианы, боссы телеканала поняли, что у них в руках настоящее сокровище, и, осознав востребованность актера, начали производство полного сезона «Магнума». Из-за контрактных обязательств CBS актеру пришлось отказаться от роли в «Индиане». К слову, до начала съемок в поисках утраченного ковчега оставалось всего несколько недель, и тут последовал знаменитый срочный звонок Форду, который стал переломным моментом в его карьере. Хотя Харрисон уже был относительно известным актером, на тот момент он играл в основном второстепенных персонажей. После успеха «Индианы Джонса» он почти всегда исполнял главные роли в крупных студийных проектах, которые часто мог выбирать сам. Чего только стоит «Свидетель», «Беглец» и, конечно же, «Бегущий по лезвию». Кастинг к фильму «Крепкий орешек» также был насыщенным и интересным процессом. Хотя сейчас сложно представить кого-либо другого в роли Джона Маклейна, кроме Брюса Уиллиса, изначально рассматривались и другие кандидатуры. Например, на главную роль претендовали Сильвестр Сталлоне, Ричард Гир и, конечно, Арнольдик. Хотя Шварценеггер и Сталлоне не были против участия в проекте, продюсеры в последний момент решили, что оба слишком брутальны и мускулисты для персонажа Джона Маклейна. Ричард Гир, в свою очередь, предпочел криминальную драму «Вдали от дома», которая с треском провалилась в прокате. Эти отказы и другие сложности звезд первого эшелона привели продюсеров к поиску менее известных, но талантливых актеров. Тут-то на радарах и появился Брюс Уиллис. К концу 1980-х Уиллис уже был известен телезрителям благодаря комедийному сериалу «Детективное агентство Лунный свет». Но до мировой славы было еще очень далеко. Сам Уиллис признавался, что роль в «Крепком орешке» стала для него настоящим шансом, так как работа в сериалах ему наскучила, и он стремился сменить амплуа. Я тебе докажу, скоро они у меня взвывают. Его имидж кардинально не соответствовал привычному образу героя боевиков. Продюсеры видели в Уиллисе обычного спокойного парня. Тем не менее, наш герой сумел продемонстрировать редкое сочетание харизмы, комедийного таланта и драматической игры, что помогло ему получить заветную роль. Ипикай, ублюдок.
Будущий «Орешек» так поразил продюсеров и режиссера харизматичным исполнением роли, что они даже решили переработать сценарий. Изначально скрипт был написан для более серьезного и драматического фильма, но простота и непринужденная игра Брюса Уиллиса придали ленте более легкий и комедийный оттенок. Хо, хо, хо. Фильм заложил основы для последующих проектов, где обычные люди становились главными героями, сражавшимися с плохишами и преступниками, полагаясь исключительно на свою смекалку и находчивость. А Брюс Уиллис, в свою очередь, получил билет в большое кино, о котором так сильно мечтал. I think that Die Hard is the character that I play in this film is closer to me than anything that I've ever done. И, наконец, на мой взгляд, самый удачный случай замены актера непосредственно перед началом основных съемок. Речь пойдет о Стюарте Таунсенде, который потерял роль Арагорна в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», несмотря на месяцы репетиций и тренировок. Хотя есть разные версии о том, уволили ли его накануне съемок или на первый-второй день после их начала, факт остается фактом. Джексон и продюсеры в последний момент решили, что внешность и харизма актера не соответствуют образу мудрого и закаленного в битвах короля. Арагорн должен был выглядеть более зрелым и опытным воином, нежели Таунсенд. Вигго Мортенсен, в свою очередь, оказался идеальным кандидатом. Сын актера, большой поклонник произведений Толкина, убедил его согласиться на эту роль. Мортенсен, погрузившись в мир Средиземья, полностью отдался персонажу. Он не только изучил все детали о короле Гондора, но и освоил фехтование, верховую езду и даже выучил эльфийский язык. Его талант, физическая подготовка и глубокое погружение в мир Средиземья покорили всех, включая требовательного Питера Джексона. После успеха франшизы Мортенсен, конечно же, стал международной звездой, что позволило ему построить карьеру, ориентированную на независимое кино. Просто представьте, что в «Дороге», «Пороки на экспорт» или «Зеленой книге» играл бы кто-то другой. Трудно переоценить, насколько значимыми стали эти фильмы благодаря его уникальной актерской игре и, конечно же, таланту. Пишите в комментариях ваши любимые случаи, когда отказ одного актера сделал звезду из другого. Если их наберется много, то в будущем вас будет ждать вторая часть. Также предлагайте интересующие вас темы для новых видео с донатами. Самые интересные идеи будут реализованы в течение ближайшего месяца. Спасибо за просмотр. Удачи! Лучший подарок, лучший сувенир здесь и здесь.